Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube! Сегодня я буду готовить ташмиджаби. Это традиционное грузинское блюдо, типичное для региона Сванетия. Очень вкусное. Особенно понравится тем, кто любит пюре и сыр. К пюре я приготовлю курицу в томатном соусе. С этого мы и начнем. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Красный сладкий перец нарежем. Одну морковь я нарежу на полосочки. Два зубчика чеснока просто раздавлю. Картофель я уже порезала, сложила в воду. Воду я не солила. Налила немного оливкового масла, чтобы картофель быстрее сварился. Буду варить до готовности картофеля. Куриные ножки помыть и промокнуть бумажным полотенцем. Оливковое масло, сливочное масло 1 столовая ложка. И на среднем огне обжарить куриные ножки. Сильно зажаривать их не надо, так, чтобы слегка они подрумянились. Я хочу, чтобы вкус получился нежным. Так будет достаточно. Добавляем наши овощи к курице, хорошо перемешиваем и на медленном огне тушим, пока лук не станет прозрачным. Тоже зажаривать я не буду, не хочу. Сладкая паприка пол столовой ложки, пол столовой ложки хмели сунели, сванская соль, перец и все хорошо перемешать. У меня здесь тертые помидоры, баночка 550 грамм, но я оттуда уже брала, поэтому там где-то 350 грамм. Это натуральные перетертые помидоры. Добавлю немного воды, полстакана. И все на медленном огне тушить примерно 20-30 минут. Сыр сулугуни 500 грамм. Натереть на крупной терке. Какая прелесть! Посмотрите, как он расслаивается на слои. Завораживает. Итак, сыр натерли. Картофель готов. 50 грамм сливочного масла в горячий картофель. И все хорошо растираем. Вы можете блендером, миксером, можете через мясорубку прокрутить или просто через сито перетереть. Молоко. Я подготовила горячее молоко, примерно 300 мл, но буду смотреть по консистенции.
Все хорошо перемешиваем. Все наши продукты должны быть горячими. Можете даже поставить на огонь, на медленный огонь, на самый низкий огонь, и там все это перемешивать. Сыр. Я добавлю весь сулугуни. И вот здесь мы начинаем быстро-быстро и тщательно все перемешивать до полного растворения сыра. Делать это надо быстро. Блюдо очень легко и просто готовится, просто нужно соблюсти пропорции. Посмотрите, он уже начинает тянуться за ложкой. Но это еще не все. Перетираем до полного растворения сыра. Но это уже чудо. Грузинское чудо. На самом деле потрясающе вкусное блюдо. Как я уже говорила, картофель я отваривала в несоленой воде. И вот теперь я буду солить по вкусу. Опять же сванская соль. Так как у меня сегодня грузинская кухня, все специи у меня грузинские. Немного мускатного ореха. Все тщательно опять перемешать. Посмотрите, как тянется, какие нити. Я вам очень советую приготовить. Готовится очень просто. А блюдо необыкновенно вкусное получается. И все. Готово. Сервируем нашу тарелку. Пюре. Видите, как тянется? Немного зелени. Теперь наша курочка в нежном томатном соусе. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте делиться с друзьями. Я буду очень рада. Простое блюдо, которое дарит неповторимые ощущения и наслаждение. Всем приятного аппетита и до новых встреч!